Здравствуйте, дорогие гости и подписчики моего канала. Мой канал посвящен вязанию крючком и спицами. У меня на канале есть много мастер-классов в различных техниках вязания. Но мои подписчики, наверное, заметили, что в последнее время у меня чаще всего выходит видео с мастер-классами вязания из шнура. Из шнура можно вязать красивые декоративные вещицы, например, как декоративные салфетки, коврики, корзины, сумки и так далее. Поэтому я решила сделать небольшой обзор о шнурах для вязания, как выбрать шнур, какие шнуры бывают для вязания и чем они отличаются от других шнуров. Сразу скажу, что это не рекламный обзор, все шнуры покупала. Я живу в Казахстане, но для вязания чаще всего заказываю шнуры с Wildberries. Какие вообще бывают шнуры? Понятно, что бывают шнуры разной толщины и состава. Это полиэфирные, хлопковые, джутовые, но есть шнуры, которые предназначены специально или для вязания, или для шитья. Например, для шитья шнур, он не подойдет для вязания. Недавно я сшила из шнура вот такие салфетки, корзинку. И вот так выглядит шнур для шитья. Он не такой мягкий и гибкий, как, например, шнур для вязания. Это шнур с сердечником 5 миллиметров. Также я приобрела шнур для шитья 6 миллиметров. Он такой более плотный, не гибкий. И такой шнур идеально подойдет, например, для шитья корзины. Корзина, сшитая из такого шнура, будет отлично держать форму. Чаще всего для вязания я покупаю полиэфирный шнур. Мне нравится ассортимент расцветок полиэфирного шнура. Можно выбрать любое цветовое сочетание. Эти шнуры имеют красивый блеск, они гладкие. Также из этих шнуров легко вязать. Изделия такие из полиэфирного шнура можно стирать любым способом, как в машинке, так вручную. Они легко отстирываются. Изделия хорошо держат форму и не линяют, не выцветают со временем. Также шнуры могут быть различной толщины или различного диаметра. Вот, например, вот такой тонкий шнур. Это шнур полиэфирный. У него толщина всего 1,5 миллиметра. Чаще всего такой шнур можно использовать для вязания салфеток. И то салфеток, которые ажурные, такие легкие, воздушные. Это полиэфирный шнур толщиной 3 миллиметра. Это шнур без сердечника, он такой мягкий. Здесь моток 300 метров. Вот этот шнур тоже без сердечника. Здесь моток 500 метров. Сразу скажу, что выгоднее покупать сразу большие намотки. Единственный недостаток: полиэфирный шнур легко распускается, поэтому в начале вязания вот такие вот кончики нужно оплавить с помощью свечки или с помощью зажигалки. Тогда конец не будет распускаться. Также можно соединять путем оплавления концы шнуров, ну или сшивать ниточкой похожего цвета, как вам больше удобно. Сразу покажу, что это шнур без сердечника. Вот видите, я распускаю, здесь нет сердцевины. И у него вот такая вот гладкое плетение. Шнуры при вязании с таким плетением смотрятся красиво в любых узорах. Единственное, нужно следить, чтобы при вязании этот шнур без сердечника, он более плоский. Сейчас покажу. Наведу резкость, он не круглый, плоский, и поэтому нужно следить, чтобы при вязании шнур не перекручивался, так как в намотке он может
закручиваться, и тогда будет некрасиво смотреться в узоре. Это вот единственное, зачем нужно следить. А шнур с сердечником, сейчас я покажу, он более круглый, у него немножко другое плетение. И шнур с сердечником внутри имеет еще либо дополнительный полиэфирный шнур, либо могут быть хлопковые нити здесь, либо синтетическая сердцевина. Вот это полиэфирный круглый шнур толщиной 5 миллиметров. Отлично подойдет для вязания объемных ковриков. Также можно использовать для вязания каких-то декоративных интерьерных вещей, например, подушек. Он мягкий, приятный на ощупь, покрывала, сидушки, в общем, все, что вы захотите. Для вязания корзин лучше использовать более такой плотный шнур. Для вязания из полиэфирного шнура нужно подбирать крючок, какой вы хотите получить плотность вязания. Например, если вы будете вязать из шнура с сердечником, например, толщиной 5 миллиметров, то можно использовать крючок номер 7, номер 6 или даже номер 5. При вязании крючком 3 миллиметра подойдет крючок 4,5, 5, 5,5 и даже шестерку. При вязании шестеркой, конечно, полотно будет более рыхлое и мягкое. Дорогие рукодельницы, надеюсь, вам был полезен этот короткий обзор. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какой шнур предпочитаете покупать и что вы любите вязать из шнуров. Спасибо за внимание. До новых встреч!